Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как так получилось, что счет за электричество в этом месяце у многих американцев, и у меня в том числе, может превысить стандартную цифру более чем в 100 раз. На сегодняшний день, сегодня 18 февраля, в моем аккаунте отображается цифра $1730. Это по сравнению с обычными 60, 70, 80 долларами. Сами понимаете, какая огромная разница. Сейчас по порядку расскажу, почему все это получилось. У нас включили электричество, уже сутки оно стабильно есть, никто его не выключает. Говорят, что в общем все приходит потихоньку к нормальности. Но я по-прежнему хожу дома в одежде. Смотрите, раз, два, три, четыре, в 4 слоя. Во-первых, по привычке, а во-вторых, я держу температуру в доме 50 Фаренгейта, потому что я считаю, что таким, я понимаю, это звучит глупо, таким способом я помогаю сохранять электроэнергию. И вместо того, чтобы у меня в доме была Африка, и я ходила босиком и голиком, а кто-то из соседей страдал от отсутствия энергии вообще, лучше мы вот так вот тихонечко, каждый будет сохранять, использовать только минимум, но мы постепенно всю вот эту вот волну, вот этот спайк, мы его как-то снизим. Я знаю, звучит совершенно дебильно, но вот так мне кажется, что хоть так я помогаю другим людям. Такая вещь, как злоупотребление чужой бедой, это общенациональное, общечеловеческое, не только свойственно каким-то конкретным нациям. И в Америке это тоже встречается. После урагана Харви стоимость строительных материалов взлетела в поднебесье, потому что их доставка сюда стоила больших денег, это был дефицит. И также и услуги всех строителей и ремонтников стоили очень дорого. Но в этом случае была хотя бы возможность выбирать, да, или вы делаете ремонт в своем доме сразу после урагана и быстро все возвращаете к нормальности, платите огромные деньги. Либо вы живете там как попало, тоже такие истории я слышала, люди по 1,5 года жили, завесив полиэтиленом комнаты, и уже потом пользуетесь снизившейся ценой, снизившимся стоимостью услуг. В случае с тем, как это происходит прямо сейчас, есть некоторые моменты, когда в частных магазинчиках, не в сетевых больших магазинах, где цена устанавливается компьютером, из частных магазинов иногда приходят такие случаи, где стоимость на воду задирают очень сильно, стоимость на другие товары первой необходимости. За этим делом строго следит комитет по делам потребителей, оно здесь называется по-другому, но я для краткости назову его так. Туда сразу же можно сделать звонок, этот бизнес будет наказан, но тем не менее прямо сейчас, когда вам нужна вода, вам не до звонков, это очевидно. Что же произошло с электроэнергией? С электроэнергией произошел адский ад и трындец. Как я в предыдущем видео уже упоминала, очень сильно обвиняют, конечно, эти обледеневшие турбины. И вся проблема вовсе не в самой идее получать электроэнергию именно так. Техас – один из крупнейших в США производителей электроэнергии именно таким образом. Вся была проблема в том, что они где-то пропустили вот этот вот момент борьбы с оледенением, потому что пример, например, Дании или Айовы, штата Айова здесь в США, у которых тоже такая энергия используется, там гораздо холоднее, но они учитывали этот момент. У нас в Техасе, очевидно, этого не учли. Другой момент – натуральный газ, natural gas, наверное, переводится так же, он у нас в изобилии в западном Техасе, и он доставляется в наши крупные метрополии посредством трубы. И явно это все тоже было не приспособлено для такого мороза, под такой мороз, и тоже источник этой электроэнергии пострадал. И стоимость электроэнергии из-за этого взлетела с 0,47 цента, средняя, вот я смотрю, там 0,17 цента, 0,15 цента, она взлетела до 9 долларов за киловатт. Вы можете себе представить разницу? И это, в принципе, очень сильно скажется на таких потребителях, которые, знаете, такие умные, сами себя перехитрили. Я как раз-таки из их числа. Компания Greedy.com, которая является провайдером, поставщиком электричества, здесь в Америке это может быть, вы покупаете электричество у государства и делаете его, предоставляете его населению, грубо говоря, у государства вы покупаете за оптовую цену и находите клиентов. И так в основном работают все другие нормальные компании на рынке. Вы договариваетесь со своим потребителем, что стоимость его электроэнергии будет 17 центов за киловатт, 0,17 центов за киловатт.
И в течение всего времени ваш потребитель это так и получает. И если вам вдруг задрали цену, то вы не можете по умолчанию ее просто потребителю вот так задрать. Что делает Гриди? Гриди применил совершенно другую революционную модель с очень сложным названием, сейчас я его не выговорю. Они взяли ее с прообраза, как это делается в Австралии, когда они предоставляют своим потребителям электроэнергию, купленную ими по оптовым ценам. И они все время держат руку на пульсе, и это такая плавающая цена, они всегда находят оптимальный прайс. Вот мой личный кабинет на сайте Greedy. И посмотрите стоимость за киловатт. $8, $7, в зависимости от времени дня и от нагрузки. Посмотрим использование электричества за февраль. Ну вот смотрите, в стандартном режиме они нам предлагают за киловатт 1,8 цента. Например, 5,6 цента во вторник. 4,8 цента в среду. В четверг 33 цента, потому что начало холодать и стоимость повысилась. Но все еще было не так страшно и не так фатально. Смотрите за цифрами. 33,4 цента. В пятницу 35,9 центов. И самое главное безумие началось в субботу, когда $2 стоило за киловатт, а затем $2 за киловатт, а затем $8 за киловатт. Как вам это нравится? И дальше $9 за киловатт. А дальше я уже даже боюсь думать, потому что здесь пару дней электричества не было совсем, но я уверена, что все это еще pending. Потому что в общей сложности, если вы посмотрите, сколько мне насчитали за электричество за февраль, и львиная доля этой цифры, 99%, это за последние 4 дня. Потому что в обычном режиме расходы у нас были примерно, знаете, вот такие: 52 цента, $1.46 за день, $1.15. И мой обычный расход за месяц был примерно вот такую сумму, $43 в январе. В декабре было прохладнее, но тоже $42. В ноябре $12, в октябре $30. Вот примерно вот так. И вы понимаете, в какую странную ситуацию я попала сейчас с моим провайдером электричества. Деньги эти уже с меня списаны, потому что к моему аккаунту привязана кредитная карта. И я разговаривала со специальной службой, которая защищает потребителей, типа комитета по защите потребителей. На сегодняшний день сделать ничего нельзя, так как, естественно, компании, прежде чем запуститься на рынок и начать обслуживать своих потребителей, они предусмотрели все в своем договоре А, и Б. Ну и, конечно же, они предусмотрели сложившуюся ситуацию. Как вы видите, в субботу в 2:47 дня они разослали всем своим подписчикам, всем своим клиентам вот такое письмо. Я уверена, что над ним тоже поработали адвокаты, все-таки это Америка. Нам сказали, что несколько следующих дней будет вообще адский трындец с прайсом, и поэтому давайте уходите от нас, идите ищите себе другого провайдера. Что они не учли? Что это суббота, 2 часа дня. По субботам, даже если вы дозвонитесь в любую электрическую компанию, никто с вами новый контракт не оформит. Первое. Второе. После этих выходных был понедельник, который был официальным днем праздничным. Это был President Day. И, естественно, опять никто не работал. Когда наступил вторник, после всех этих трындецов, во вторник уже все компании пришли в себя, и они просто на своих веб-сайтах поставили заставку: мы временно тут вносим изменения, извините. Как раз-таки на случай вот таких вот обращений, потому что часто люди, когда у них нет электричества, они бегут к своей электрической компании, что, в общем, логично. Звонок в рекомендованную здесь на сайте компанию Sierra Energy, у которых, в принципе, есть планы на месяц, достаточно доступные, по 17 центов за киловатт, закончился ничем.
ближайшая дата, когда можно перезаключить контракт и расторгнуть контракт с Гриди, это следующий понедельник. Какое там число-то? Это следующий понедельник, 22 февраля. То есть до 22 февраля, хочу я или не хочу, я буду оставаться в этих грабительских отношениях с компанией Гриди. Деньги с моего счета будут сниматься. Опять хочется сказать, так тому и быть. Спасибо, что взяли деньгами. Многим людям сейчас намного хуже, те, у кого прорвало трубы, у кого вытекла вся эта вода. И они не просто должны будут заплатить огромные деньги за ремонт и материалы, но еще они сейчас не могут находиться в своих домах, и они вынуждены либо по мотелям мыкаться, либо у каких-то друзей. Можно сказать, что легко отделалась. Добавлю немножечко приятного. Мой интернет-провайдер дал всем пользователям простую форму, которую нужно заполнить, выбрать день в календаре, когда у вас не было возможности пользоваться интернетом в связи с тем, что не было электричества. И за каждый такой день вам начисляется $15. Соответственно, я заклеймила 2 дня, мне вот так вот вернули на мой счет $30. Мелочи приятные, и особенно ценна забота о потребителях, забота о том, чтобы все почувствовали себя окруженными вниманием, что сочувствуют их проблемам и понимают, как сейчас всем нелегко. Да здравствует Xfinity! Это не реклама. Но, вы знаете, удивительное дело, я не знаю, как так получается, даже в таком расстраивающем факте, как потеря достаточно большой незапланированной суммы, я подумала, как всегда, что спасибо, что сначала вы дали мне эти деньги. Я только что недавно, совсем несколько дней назад, заполнила свои налоги. И как это здесь часто бывает, в процессе года, когда эти налоги отчисляются из вашей зарплаты еще до того, как вы их получите, иногда там бывают какие-то расхождения, и в конце года, когда вы уточняете свои доходы и расходы, вам возвращают часть ваших выплаченных налогов, здесь называется tax return. Там очень много пунктов, почему это может произойти, что вы еще можете туда добавить, чтобы возврат налогов был больше. В общем, мне достаточно жирная сумма пришла в качестве tax return, и, конечно же, я потирала ручки, я планировала на нее закончить еще один курс, еще одну сертификацию. Но теперь, заплачу за электричество. Главное, что у меня эти деньги были, мне не пришлось влезать из-за этого в долги, что мне не пришлось идти на панель или продавать почку. Я думаю, что за это мне стоит сказать Вселенной спасибо. Какие бы испытания мне ни посылались, у меня всегда есть на это ресурсы. Но на самом деле, конечно, грустно. Деньги терять жалко. Вот, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Спасибо вам за вашу поддержку, спасибо вам за ваше активное участие в комментариях под последними 2 видео. Вот, на этом у меня сегодня все. Я тут себе наготовила горяченькой еды. Сейчас мы будем кушать. А вам всем огромное спасибо еще раз. Обнимаю вас всех крепко. Далеко не уходите. Впереди еще очень много интересного. Пока-пока. Это ж я буду теперь как видео пекущая машина. Как пирожки. По одному видео в час, чтобы мне как-то компенсировать эти затраты, потому что курсы мои уже все на год вперед распланированы, сертификации, новая карьера, новая профессия. Обратной дороги нет. Кризис – это всегда какие-то новые возможности. Я уверена, что сейчас что-нибудь появится. Все, пока-пока.